В декабре 2005 года под координацией Bioversity International начал свою деятельность в 5 странах Центральной Азии проект UNEP-GEF In Situ On Farm – сохранение и использование агробиоразнообразия в Центральной Азии. Этот проект нацелен на сохранение богатого разнообразия плодовых культур и их диких сородичей, ресурса глобального значения, важного для поддержания фермерского производства и развития селекционных программ, жизнеобеспечения местного населения, жизнь которого зависит от этих ресурсов. Смородина – многолетнее кустарниковое растение семейства крыжовниковые. Полагают, что родина черной и красной смородины – Центральная Европа и Азия. На одном месте может расти и плодоносить 12-15, а красная – 20-25 и более лет. В Кыргызской республике встречается 7 видов смородины. Родоначальником большинства сортов черной смородины явилась дикорастущая черная смородина. Черная смородина – одна из самых распространенных ягодных культур в Иссык-Кульской долине Кыргызстана. Житель села Кожояр Иссык-Кульского района Мурзакулов Бердигул около 20 лет занимается выращиванием черной смородины, что доставляет ему, по его словам, не только радость, но и материальное благополучие. Я родился в 1955 году в селе Кожояр Иссык-Кульского района. Работал в колхозе шофером, сварщиком. С 2001 года занимаюсь земледелием. Моя свекровь Урумкан с 1977 года занималась разведением смородины. Как-то осенью она принесла мне 17 веточек смородины и посоветовала заняться ею выращиванием. Я посадил их на землю по берегу Арыка, а весной появились новые побеги. Сейчас из них образовалось около 90 кустов черной смородины. После посадки на второй год она уже дает урожай. Высокий урожай смородины, так же как и других культур, в значительной мере зависит от выбора сорта. Для посадки надо выбирать лучшие сорта, проверенные в данной местности. Перед посадкой ягодного сада следует познакомиться с качеством отдельных сортов, в дальнейшем уметь различать их. Односельчане берут у меня весной саженцы, но не все могут вырастить смородину. Мой сорт смородины назван в честь моей свекрови, Урумкан. В следующем году хочу привезти сорта красной и черной смородины из Чолпонаты и Бостыри и посадить их у себя. Жаль, земли маловато. Вот если бы у меня было 15 соток, я бы посадил около 200 кустов смородины. Обращался в Айыл Өкмөтү, обещали дать землю. Обрезку смородины производят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая. Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, так как через срезы смородина сильно истекает соком. Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год. Старые и поврежденные ветки обрезаю, молодые оставляю, вовремя поливаю. Черная смородина очень отзывчива на органические удобрения. Азотные удобрения способствуют росту побегов, завязей и увеличению размера ягод. При их недостатке листья становятся бледными, побеги плохо растут, урожай снижается, ягоды мельчают. Азотные удобрения надо вносить ежегодно весной. Осенью я собираю весь птичий помет и оставляю здесь до весны. Всю зиму все это загнивает. Затем весной эту сгнившую массу измельчаю и по одной тарелке удобряю им каждый куст. Кроме того, я собираю конский навоз в тележку, засыпаю здесь, а весной также измельчаю их и по одной тарелке засыпаю на каждый куст. А навоз коров или баранов я вообще не применяю. В последние годы все больше фермеров интересуются выращиванием смородины, в основном черной. Сдерживает расширение посадок смородины высокая цена посадочного материала. Хоть саженцы и дешевле стоят, чем, скажем, плодовых культур, но при густоте 10-15 тысяч штук на гектар получается довольно круглая сумма. Наиболее простой способ решения проблем – это вырастить их самостоятельно. Весной до начала цветения из выбранных кустов я вот так пригибаю сильные побеги, придаю им горизонтальное положение и прикрепляю к земле простой проволокой или скотчем закрепляю. К осени отводки хорошо укореняются, секатором отделяю от материнского растения и сажаю их на другие участки.
Следует отметить, что основное количество урожая смородины идет на переработку для приготовления варенья, желе, джема, сока и другие. Для меня выращивание смородины – это просто отдых, хобби, можно сказать. Благодаря этому я улучшил свое материальное состояние. Доход от урожая ежегодно составляет 20 тысяч сомов. Вот, построил дом, женил сына. Ягоды моей смородины сочные, вкусные и хранятся долго. Из Бишкека, Ташкента, Казахстана приезжают и закупают. На базаре продаем. В настоящее время культура смородины занимает одно из первых мест среди промышленных ягодных культур. Популярна смородина из-за простоты выращивания, урожайности, достаточной теневыносливости, зимостойкости, простоты размножения, несложности в приготовлении витаминных заготовок на зиму. Участие местных фермеров, а также использование их знаний и опыта по выращиванию местных сортов плодовых культур, переработке плодов и ягод, наряду с применением научно разработанных технологий, будет содействовать созданию прочной базы для увеличения сельскохозяйственного производства, обеспечения продовольственной безопасности и стабильности окружающей среды в регионе.